Приветствую, друзья! Рад, что вы решили посмотреть этот новогодний ролик. Сегодня мы соберем мощный игровой ПК в очень компактном корпусе. Этот компьютер я собирал в два подхода, в конце ноября и в начале декабря. Но об этом я расскажу более подробно по ходу самого видео. Для данной сборки был выбран корпус от компании Deepcool. Как-то на YouTube мне попался ролик, где собирали ПК в этом маленьком корпусе. Отличная идея, подумал я, и заказал его тут же в ДНС. Но потом немного разочаровался, когда начал собирать ПК. Дело в том, что корпус маленький, а проводов много, и местами все это дело выглядит неэстетично. Мой внутренний перфекционист был сильно разочарован. Но это я слишком далеко ушел в повествовании, вернемся к сборке. Чтобы разобрать корпус, нужно открутить 4 винта и снять нижнюю подставку с дисплеем. Снова открутить еще пару винтов. На этом моменте я хотел снять панель с кнопкой включения и боковую панель, но потом я понял, что начал не с того места. А начинать нужно было с панели, где маленькое окно с перфорацией, это задняя стенка корпуса. Пылевые фильтры идут по всему периметру корпуса, кроме задней стенки, там ее нет. Кстати, на днях, когда забирал очередную партию запчастей с пункта выдачи Озона, мне при проверке попался подмененный товар. Вместо процессора Ryzen 7 500F мне пришел какой-то бэушный Intel. Пришлось отказаться и заказывать по новой. Это явление, конечно, нечастое, но неприятное. Также один раз приходил чей-то бэушный блок питания. Думаю, что Озону стоит усилить контроль за приемкой и отправкой заказов, чтобы исключить такие ситуации в будущем. Так как это маленький корпус, то и материнская плата сюда помещается только маленькая, формата Mini ITX. Разъем под второй SSD находится сзади. Как вы поняли из названия материнской платы, она имеет встроенный Wi-Fi модуль. Ранее я упоминал, что начал сборку в конце ноября, а запчасти я заказал еще в середине ноября. На тот момент цены на SSD-накопители и оперативную память были более-менее адекватные. Также хочу сказать, что в моих видео есть временной лаг, и они выходят не по очередности сборки. Перед этой сборкой было еще несколько, которые я еще не монтировал, ими я займусь позже. Поэтому для понимания ситуации буду сообщать, когда осуществлялась сборка. Этот SSD я покупал более полугода назад. Все это время он лежал без дела. Из-за его маленького объема я не знал, в каком проекте его реализовать. Он будет использован только под операционную систему. Тем, кто подпишется и поставит лайк под видео, Дед Мороз принесет под елку 64 гига оперативной памяти и 2 терабайта SSD. Хотя цены в середине ноября были относительно низкими, но вот дефицит уже вовсю вносил свои коррективы. Пришлось выбрать более дешевый SSD, так как брендовые аналоги уже приближались к 10 тысячам рублей. К слову, сейчас SSD на 1 терабайт можно найти примерно за 14 тысяч рублей. Очень важный момент. Не используйте радиатор для SSD на тыльной стороне этой материнской платы. Нижняя металлическая пластина радиатора SSD соприкасается с контактами на материнской плате под SSD. Это случайно увидел перед запуском системы и убрал радиатор за кадром. В данной системе не будет светящихся вентиляторов, поэтому подбирал обычный черный матовый кулер. Также очень важным критерием для покупки было наличие дополнительного комплекта креплений для второго вентилятора. Так как система очень компактная, то желательно, чтобы в ней присутствовал дополнительный вентилятор на башне кулера. Это улучшит охлаждение процессора. Вы, наверное, спросите: Володя, а почему бы сразу не купить кулер с 2 вентиляторами? А Володя вам и ответит, что это будет дороже на 1000 рублей, а ненужных черных вентиляторов у меня полно. Задействую несколько из них. Система без окон, так что без разницы, какие там вентиляторы. Из-за того, что система будет стоять вертикально, нужно было развернуть вентилятор на кулере в противоположную сторону. А на второй вентилятор поставить специальные проставки, которые сыграют роль антивибрационных прокладок и поднимут вентилятор достаточно высоко, чтобы он не цеплял своими лопастями ребра радиатора. А вот и моя любимая рубрика «Цены из прошлого». Этот комплект я покупал 10 ноября 2025 года. Сейчас он стоит 44 тысячи рублей. Повышение цены в 4 раза, буквально за 1,5 месяца. Как я и говорил ранее, черных бесхозных вентиляторов у меня много, наконец-то они хоть куда-то пригодились.
Так как этот вентилятор тоже будет развернут в другую сторону, на нем были установлены проставки. Это обычные подпятники для мебели. Остальные два вентилятора я все же решил заменить на полностью матовые. Боялся, что серебристая поверхность на вентиляторе будет что-то отсвечивать внутри корпуса. Для подключения всех Карлсонов потребовался такой разветвитель, так как на материнской плате недостаточное количество разъемов 4 пин для системных вертушек. Друзья, я знаю, что вы очень хотели, чтобы я установил в эту сборку блок от компании Jinza или GameMax. Извините, но в этот раз я решил поставить блок от First Player на 850 Вт. Это блок форм-фактора ITX, и его можно установить в этот корпус. По крайней мере, я так думал до момента сборки. Но когда начал собирать, понял, что он не влезает в корпус, и его установка возможна, если в корпусе ничего другого, кроме блока питания, не будет. По этой причине сборка с конца ноября перенеслась на начало декабря, когда пришел другой блок питания той же фирмы, но уже в форм-факторе SFX. Если без шуток, то ITX-блок, конечно, можно поставить, но тогда система будет сильно греться, из-за того, что блок перекроет выход теплого воздуха от кулера, и видеокарту нужно будет ставить маленького размера, чтобы провода не упирались в нее. А вот для сравнения, как эти блоки выглядят рядом. Поэтому во избежание таких ситуаций рекомендую смотреть ролики по сборке интересующих вас комплектующих. Я, конечно же, смотрел видео по сборке, но момент с установкой блока питания пропустил и не придал нужного значения. Но даже новый блок не устанавливался так, как мне хотелось. Если обратите внимание, вентилятор блока питания смотрит вовнутрь корпуса, я хотел его повернуть в сторону перфорированного окошка, которое находится на задней стенке. Это был бы самый идеальный вариант. Но по какой-то причине отверстия не совпадают на 2-3 мм, не стал портить внешний вид и оставил как есть. Эту карту я заказывал в начале ноября на Авито, поэтому и цена такая вкусная. Сейчас цена на Авито за эту модель стартует с 57 тысяч рублей. В DNS и Озон эту карту можно купить начиная с 65 тысяч рублей. На данном моменте я неправильно прикручиваю крепление для установки вентилятора. В очередной раз думал я умнее всех. Если сделать как я, то боковая крышка не закроется, потому что ей будет мешать вентилятор. На этом месте я понял, что-то пошло не так и решил переделать. Довольно специфические крепления, но это цена за размер корпуса. Тут на пальцах показываю, что и куда должно дуть. Я вообще много что потом буду показывать пальцем. В одном ролике видел, как парень неправильно прикрутил блок питания, и этот провод упирался у него в корпус, пришлось ему переставить блок. Существенный минус этого корпуса, что его придется каждый раз разбирать, чтобы продуть от пыли. Это то самое крепление, которое не вставало в пазы, когда я неправильно прикрутил вентилятор. Цифровая панель работает от USB. Когда компьютер подключен к сети, логотип на панели будет всегда гореть, отключить нельзя. Теперь давайте подведем итоги всей сборки, обсудим хорошие и плохие стороны этого корпуса. Ну и на сладкое посчитаем, сколько вся сборка стоила бы на данный момент. Из хороших сторон могу отметить только размер и вид корпуса. Те, кому нравятся минималистичные корпусы а-ля Xbox, им этот корпус придется по душе. Лично я предпочитаю классические шкафы. Также можно добавить к этому списку интересную цифровую панель, но которая почему-то показывает либо данные по процессору, либо данные по видеокарте. Софтина не умеет показывать данные с разных источников по переменке. А минусов уже больше, чем плюсов. Загибайте пальцы. Непростая сборка и обязательная разборка при продувке от пыли. Ограниченность в выборе комплектующих, из чего вытекает, что сборка будет дороже, потому что компактные комплектующие стоят дороже обычных. Плохой кабель-менеджмент, много проводов, которые некуда прятать. Если температура процессора в норме, то видеокарту пришлось слегка придушить по электропитанию, чтобы не выло как взлетающий Боинг и не грелась.
Еще есть версия этого корпуса без цифрового дисплея и стеклянным окном вместо перфорированной передней панели. В этой версии хотя бы не видно бардак внутри, страшно представить, что будет видно в том корпусе. Помимо этих двух версий, есть еще и третья версия побольше. Туда влезает нормальный ITX-блок и материнская плата форм-фактора Micro ITX. Там есть цифровой дисплей и стеклянная панель вместо перфорированной. Думаю, с такого корпуса и нужно было начинать. Но да ладно, эту сборку отложим на будущее. Касательно цены. Если брать то же самое, то данная сборка станет дороже на 50-60 тысяч рублей. Если брать аналоги, то будет все равно дороже, но уже на 30-40 тысяч рублей. Дорогие друзья, хочу вас всех поздравить с наступающим новым 2026 годом. Хочу пожелать и вам, и себе исполнения заветных желаний в будущем году, чтобы все стабилизировалось и разного рода кризисы покинули нашу жизнь. Ну а я, как всегда, не прощаюсь. До встречи в следующем году. Скоро увидимся.